А в этом выпуске мы с трудом разобрались, как работает почта Аргентины, а также погрузились в мир пола и узнали все тонкости с профессиональным фотографом. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! Нам пришла посылка из России. Пришли обложки для паспортов. Даша их выиграла. Вот, и мы идем забирать на почту. Но чтобы забрать, то тоже целая система. Могут вписать налог, могут не вписать. Если впишут налог, то там что-то до $50 в год без налога. Все, что свыше, облагается какой-то там суммой. В общем, притом нормальной такой суммы. Вот, посмотрим, как это работает и как нам забрать все-таки наши посылки, вот, чтобы не оформлять их на сайте, а забрать сразу напрямую. Мы доехали до вокзала Ретира. Тут такой себе, конечно, райончик. Там какие-то виши рядом. Тут парк, где всякие бродяги лежат. Вот, и здесь же находится международный терминал почты. Вот он, Correo Argentino. Туда идем, сейчас будем забирать. Дядечка-охранник на входе нас встретил, все объяснил, все показал, рассказал. Сказал, что надо обойти здание, и там все будет. Да, ребят, это какой-то кошмар на самом деле, все не для людей. Чтобы получить посылку, мы пришли на почту, а там нам дали какую-то ссылку, по ней надо зарегистрироваться. Потом, зарегистрировавшись на сайте почты, надо найти на нем свою посылку, присвоить ее себе, после этого заказать ее получение дней так через 7. В итоге мы вот уже стояли на почте, и по-хорошему, реально, мы уже тут. Ну, там что-то оплатить бы и получить. Но нет, нас отправили, и в следующий раз, через где-то неделю, нам придет уведомление, что можно приезжать. Мы приедем, подождем, оплатим работу почты, еще подождем, пока найдут посылку, заберем. Вот план такой, по крайней мере, но все может, как всегда, измениться. В общем, с первого раза не получилось. Мы едем домой. Так, ребят, у нас дубль 2. Мы снова отправляемся в отделение почты, в отделение международных посылок, чтобы забрать нашу посылку из России. И, кстати, в личном кабинете, да, высветилось уведомление, что мы вас ожидаем в отделении почты. В общем, мы снова идем на электричку городскую и едем на эту почту. Посмотрим, какие круги ада надо будет пройти сегодня. Но пока что все очень сложно. Механика, прямо не знаю, кто ее разрабатывал, но это сделано явно не для упрощения задачи. Такое ощущение, что это квест, который нужно пройти с высоко поднятой головой. Мне кажется, все почты, ну, по крайней мере, я помню, в России почта — это ад. И, видимо, здесь то же самое. Честно говоря, у меня нет такого отзыва о российской почте, потому что я какие посылки не заказывал, мне приходило уведомление в приложение, и я в приложении смотрел, что да, мое письмо или моя посылка пришла, шел на почту, брал талончик электронной очереди, подходил и получал. Либо можно было за $1 или $1,5 заказать курьера, то есть сотрудника почты, который тебе принесет эту посылку домой. Все это делалось, все в приложении, и наоборот. Ну, я считаю, что это максимально просто. Вот, ну, у Даши, видимо, другой опыт.
нас тут очень подорожал проезд, я, по-моему, уже говорил, с 50 песо до 300, это в автобусе. Сейчас посмотрим, сколько теперь стоит проезд на поезде, но было дешевле, было даже дешевле, чем в автобусе. Если в автобусе было 50, то здесь было 40, 39, по-моему, песо. Вот. Ну, наверное, должно быть дешевле. По крайней мере, так комфортно. Мы буквально за 15 минут с одной промежуточной остановкой, сидя в прохладном вагоне, вообще очень удобно. И приезжаем на красивый вокзал Ретира. $130. Ну, получилось больше, чем в 2 раза дешевле, чем в автобусе ездить. Нормально так. Как у них это работает, вообще непонятно. Почему такие тарифы? Да, местечко, конечно, такое. Здания-то красивые. А вот этих бродяг и каких-то... Короче, все очень неблагополучно в плане людей выглядит вот в этом районе. Ну, вокзал, одним словом, вокзал. А рядом еще начинаются виши. Ну, это как местные фавелы. И такое. Мы даже подумали, наверное, вечером стрёмно здесь оказаться. Да, теперь нас не отфутболили, дали какую-то бумажку, и с ней надо пойти в другой конец зала, поставить там печать. Это, видимо, то, что не облагается никаким там налогом, пошлиной, и вернуться уже назад. Видимо, я так понял. Посылка здесь. Растамаживать не надо, но надо заплатить почтовый сбор, ну, типа оплатить их работу. Вышло 4300 песо. И вот с этими бумажками Даша идет получать посылку. Хорошо, все пришло. 2 месяца. Все, мы забрали. Ну, в общем, вот, Даша сказала, что ее посылку открыли, все рассмотрели, покрутили, повертели, посмотрели штампы в паспорте, запросили прекарию, это местный ВНЖ, временное место жительства. Ну и все, и отпустили с Богом. В общем, долгожданная посылка у нас. По крайней мере, мы разведали, как это работает, но когда мы получим ПМЖ, там будет что-то сложнее, и, видимо, придется заново узнавать. Ну вот, а раз дела мы сделали, мы решили еще ребят позвать на обед к нам, на лагман и пиццу. И мы встретились вот на станции. Здорово! Привет! Привет. У нас сейчас раздался звонок в домофон. Там сказал что человек, что он из Кореи, Аргентины, то есть почта приехала. Пойду встречать долгожданного почтальона. Да, ребята, да, это оно. Нам приехали наши ДНИ. Пришел почтальон, проверил паспорт у меня, я расписался во всех его квитанциях. В общем, да. Давайте разворачивать скорее. Все, вот она, моя карточка. Это резиденция аргентинская, безвременная, она навсегда. То есть это не временное место жительства удостоверения, это на постоянное место жительства. Офигенно! Все, это реально очень большой этап мы прошли. С этим теперь можно открывать счета в разных банках, можно поэтому путешествовать по Латинской Америке, можно работать. Ну, короче, там свои всякие плюшки есть, там бесплатно ходить во всякие музеи и так далее. В общем, это уже полшага к гражданству. Ура! Итого у нас эта история заняла почти 2 месяца. Мы получали это ДНИ со сбором документов, с подачей. Да, примерно 2 месяца. Все, значит, сегодня у нас праздник. Наконец-то сегодня будем праздновать.
Ребят, у нас сегодня прекрасная суббота. Мы решили провести ее интересно и, наконец-то, посетить одно из мероприятий, на которое мы, на самом деле, засматривались очень давно. Смотрите, я в белом красивом поло. Почему? Да потому что мы сегодня идем смотреть поло. Сегодня как раз уже тут все готово, уже игра началась. Много лошадей на поле и, так сказать, на скамейке запасных. Мы хотим узнать, в чем же суть этой игры, ну и просто насладиться зрелищем. А смотрите, какая Даша красивая. Так, ребят, ну что, первые впечатления. Значит, на трибуне очень мало народу. И кажется, что не очень в почете этот вид спорта, хотя, может быть, просто не время. Трибуна открытая, вот, солнце бьет в затылок, поэтому надо было бы, конечно, взять какой-нибудь головной убор. Ну, вот Даша сделала правильно. Очень красивый вид. Зеленая трава, голубое небо, архитектура Буэнос-Айреса. В общем, сидеть и просто наслаждаться видом уже хорошо. Касаемо игры. Сейчас мы попали, видимо, в какой-то технический перерыв, разбор полетов или чего, не знаю. Но, в общем, пока экшена нету совершенно, а уже хотелось бы. Вот. И еще мы где-то сидим недалеко от судьи. Вот, поэтому вид у нас, видимо, лучший, потому что судье должно быть все видно. Вот. Кстати, у судьи большой колокол. Ну, только что кто-то кому-то забил гол, и прям судья бил в колокол, народ радовался, ликовал, ну, какая-то хоть движуха пошла немножко. Вот. Надеемся, да, что сейчас они разыграются и прям, не знаю, покричим. Правила бы знать. Но я понял, надо мячик, когда скачешь на лошади, палкой мячик загнать в ворота. Вот, это я понял. А про остальное нам сейчас расскажет специалист в этом вопросе. Мы все пытаемся сориентироваться, в чем суть игры. Ну, понятно, что надо мячик загнать в ворота. Есть еще какие-то нюансы? Ну, прям особенность какая? Да, постепенно сейчас все расскажу. Начну издалека. Поло, оно вообще зародилось в Персии, в древней. То есть эта игра очень-очень давно появилась. Это вообще самая первая командная игра в мире для всех и других видов спорта. И то есть играли в Персии, играли потом в Индии, в Древнем Китае, принцессы, короли. Потом дальше в Индию в 18-19 веке приехали англичане. Им, естественно, тоже все очень понравилось, потому что их армия, то есть они же на лошадях и все остальное. И поло — это игра, которая помогает развивать координацию движений. И, естественно, им это все очень приглянулось, и до сих пор еще многие военные играют в поло в разных странах. То есть эта игра не только богатых людей? Не только богатых. Просто у кого есть лошадь? Ну, не совсем так. Ага. Потом англичане, когда, получается, в конце 19 века, в середине, приехали, когда в Аргентину. Здесь они много начали строить. В Аргентине, в Буэнос-Айресе. Строили железные дороги и много чего еще. И открыли клуб, Херлингам поло-клуб, там еще гольф. И, соответственно, привезли поло из Англии в Аргентину. И поло здесь прижилось, потому что, во-первых, здесь есть традиции гаучо, то есть, ну, вот, что связано с лошадьми. Вот сзади нас представитель, да, как раз, ну, с другой стороны. Ну, наверное, ребята, те, которые... Здесь сейчас так играют из клубов, которые играют по стране, из разных других провинций. То есть ребята, кто работает с лошадьми, то есть они, скорее всего,
именно то есть лошадей не то что тренируют, то есть заботятся о них, М. то есть конюхи. Скорее всего, из других провинций, поэтому видно такая немножко своеобразная одежда у них. Да. И вот, в общем, поло здесь прижилось, традиции гаучо, потом здесь еще климат позволяет жить, в смысле, играть в поло почти круглый год. Ну да. Потому что нет снега. Ну, естественно, вживую здесь не играют, здесь обычно в январе делают перерыв, потому что, ну, и игрокам нужно отдохнуть, и очень жарко Ну, играть. очень жарко, конечно, под 40 И- градусов. И также зимой здесь тоже перерыв, и здесь обычно где-то с мая по сентябрь лошадей отпускают в поля, чтобы они отдохнули, чтобы они пришли в себя, набрали немножко веса. И как бы с сентября снова начинается сезон. Здесь 2 сезона. Один короткий, который начинается сейчас, это март и апрель. Мгм. Ну, до середины, до конца апреля, примерно, как получается. И длинный сезон, который начинается где-то с конца августа, начала сентября и до середины декабря. И как раз когда длинный сезон, здесь играют самые главные турниры в Аргентине и в том числе в мире. Так называемая Трипли Корона. Это 3 турнира, где играют только профессионалы, то есть Мгм. там нет любителей. И вот прямо здесь, на этой площадке? И на этой площадке, да, они играют О. в ноябре месяце. Эти поля считаются самыми престижными вообще не только в Аргентине, но и в мире. То есть Мгм. поиграть здесь это очень такое существенно для каждого, кто играет в поло. То есть мечта, можно сказать, для любителей. Но это не только потому, что это центр столицы большой страны. А здесь проходит самый главный чемпионат, называется Абьерто Палермо, где играют только суперпрофессионалы, именно вот на этих 2 полях. Поэтому, соответственно, здесь играть любителям тоже очень престижно. И там все ждут этого момента. Сейчас ребята, которые приехали сюда играть, они как бы из других провинций, поэтому для них это, можно сказать, праздник. Мгм. Что они играют на этот турнир, что они попали там в финал своей лиги, чтобы играть на этих полях. То есть, так, что дальше А рассказать? вы По поводу фотограф игры. прям? Да, я профессиональный фотограф. Да. То есть это ваша прям специализация Да. по этой теме? Прикольно. И вас вызывают или вы сами едете за Ну, да, чемпионатом? меня могут, допустим, какая-то команда или человек, кто играет в поло, пригласить, сказать, хотим фото, снимайте нас, пожалуйста. Круто. А у вас есть сайт? Конечно, Все. Я тогда сайт конечно. прикреплю к описанию, и все Всё посмотрите. И несколько фотографий, вот смотрите. Вот я их выставлю здесь. Что касается игры, здесь есть своя специфика. То есть, во-первых, здесь поле очень большого размера. Здесь примерно 7 футбольных полей. О, Здесь, по-моему, около 300 метров, где-то 270 метров на 150 или где-то так. мгм. Плюс-минус. То есть так, чтобы лошадь реально могла разогнаться. Есть двое ворот, да, с обоих сторон поля. Естественно, как бы задача загнать мяч в ворота. Но здесь есть очень интересная фишка, чего нет в других подобных видах спорта. После каждого гола команда меняется воротами. О, То есть здесь можно вообще всю игру играть в одни ворота. прикольно. То есть игра на внимательность. Ну, практически так, да. Часто свои ворота забивают? в связи с этим? Не в свои, но могут случаться конфузы, конечно. Ага. Но чаще всего люди уже привыкли, естественно, они знают, как играть, и такое редко происходит. В каждой команде по 4 игрока, и находится еще 1 или 2 судьи на поле, и один судья часто бывает на трибуне находится, чтобы мог видеть все это со стороны. Это он в колокол бьет? Нет, это отдельный человек, который просто следит за игрой, за временем игры. Потому что время... Секундант. Ну, что-то типа этого. Время игры измеряется в чакерах. Чакер длится примерно 7 минут, то есть это игровое время. Но он может растягиваться минут до 15 примерно, то есть со всеми паузами, которые Мгм. проходят. То есть как в течение баскетболе, игры. примерно. Да, примерно. То есть забили гол, пока они скачут до места, откуда выводится мяч в игру, Да, это время время То останавливается. есть именно игровое время. Ага. И также, если когда совершают какую-то ошибку, то есть нужно забивать пенальти, здесь тоже время, естественно, останавливается, пока пенальти не забьют. А как выглядит Это пенальти? считается. Если То посмотреть... есть вратарь прям встает? Нет. Здесь, если посмотреть на поле, то видно там белые отметки. Ага. Белые отметки, их 3 с каждой стороны. Ну, естественно, там
с двух сторон рядом с воротами, на 60, 45 и на 30 ярдов. Так. Здесь считается в ярдах, потому что это англичане Английская привезли, именно соответственно, система, ага. да. И в зависимости от скажем, от ошибки, да, от сложности ошибки, которую сделали, зависит расстояние, да, соответственно, чем, скажем так, сложнее, да, Ага. чем хуже сделали ошибку, да, получается. Да, чем грубее ошибка, тем грубее дальше, ошибка, да. тем ближе. Ближе? К воротам, да. Ага. То есть больше шансов забить. Да. Но вратаря нет, то есть это просто Вратаря нет, на просто меткость. он встает в середину поля, то есть Мгм. кладут мячик, и он просто должен забить с этого расстояния ворота. М. А если видим в течение игры, я покажу, как это выглядит. Вот. Дальше. Значит, по количеству чакеров. Вообще во всем мире играют более-менее профессионально, когда 6 чакеров. Но минимум, наверное, начинается от 4. То есть те, когда играют начинающие, они играют 4 чакера, то есть примерно Полчаса. 1 час. Это игрового полчаса, да? Примерно длится час игра, да. А когда играют Альберто Палермо, то есть самый главный чемпионат вообще в мире, вот на этих полях, они играют 8 чакеров, то есть это 2 часа идет игра. Мгм. Это бывает только здесь. Но мы сейчас смотрим, какое. Мы сейчас смотрим, наверное, они играют 5 или 6 чакеров. Ага. То есть примерно 1,5 часа длится. Какой возраст игроков, тех, кто сверху? Здесь на самом деле нет лимита. То есть иногда в командах играют, да, начиная от подростков и до людей там, до 60, 70, 80 лет. Мгм. Если позволяет физическая форма играть, и нет проблем. То есть в одной команде могут быть очень разновозрастные люди. И в том числе могут быть как мужчины, так и женщины. То есть здесь еще есть интересный такой момент, что в некоторых турнирах в одной команде могут быть мужчины, женщины и подростки. Ничего себе. А наряды у всех одинаковые? Форма? Ну, да, конечно. То есть футболка выдается всем одинаковая Ага. на команду. Да, то есть с То логотипом. есть издалека не отличить. Так что там. Не, ну почему? Видел, Видно, что там тут женщина, а тут мужчина. Ага. Да. Видно. А Это в зависимости лошади? от турнира. А лошади? Сейчас, например, Да. в этой лиге здесь идет игра, мужчины играют, а на том поле женский турнир. То есть играют девчонки. Такое тоже есть. Последние последние десятилетия женское поло очень сильно развивается. И с каждым годом появляется все больше именно женских турниров, где играют только женщины. Также очень много детских турниров. То есть дети начинают играть, наверное, лет 6-7. И они делятся по возрастам, чтобы примерно одного уровня игры были. И здесь тоже проводятся такие детские турниры. Это собирается порядка 40 команд, наверное. То есть это пару дней они играют, это куча детей, куча лошадей. Ну классно, это все семейный вид интересно, спорта да. То есть получается. они прямо с утра до вечера находятся на поле. А это вообще, это азартный такой вид спорта? Ставки там? Ставок здесь нет, Нет? но вообще, да, он у нас более азартный, когда знаешь еще игроков, знаешь там команду, допустим, тогда, конечно, когда болеешь за Бывает, что своих, полная трибуна вот здесь? сейчас. Конечно, полная трибуна, это бывает как раз на Альберто Палермо, Ага. где приезжают люди со всего мира посмотреть, и местные, соответственно, тоже приходят. Здесь собираются до 20 тысяч человек. То есть эти трибуны, они полностью все забиты людьми. Удивительно, что сейчас-то бесплатно абсолютно. Да, потому что это то есть, играют, скорее всего, не профессионалы, да, но в любом случае это можно прийти посмотреть. Просто не все знают, что на самом деле есть такая возможность прийти посмотреть поло в центре города абсолютно бесплатно. И здесь последние несколько лет сделали специальную зону здесь рядом, где есть кафе, где есть детская зона. Так что можно что-нибудь посидеть, покушать, выпить, и рестораны также открываются вечером. Ну, такой, видимо, маркетинг у них, потому что мы живем здесь 5 месяцев и все никак не можем попасть прямо. Вот видите, попали. Да, спасибо. Дальше, что касается лошадей. То есть в команде 4 человека, и на каждого, чтобы играть 6 чакеров, каждому игроку нужно как минимум 6 лошадей. То есть так посчитать, сколько лошадей может быть на команду на одну игру. На каждого 6 лошадей? Это минимум. Это минимум. А почему они так устают быстро? Да, их нужно менять периодически, но чаще всего привозят даже на одну игру там 8 лошадей. Когда играет Альберто Палермо, на каждого профессионального игрока нам порядка 15 лошадей.
Это не предел, они могли привозить больше, но лимиты поставили ассоциация, типа, чтобы все были более-менее одинаковых условиях. А почему? Ну что, лошадь не может разве бегать больше там 7 минут? Лошадь может бегать, но не очень быстро. То есть они все равно устают, потому что в поло есть своя специфика. То есть они не просто там постоянно бегают, то есть они где-то останавливаются, и где-то нужно развивать скорость максимально быстро, резко останавливаться, поворачиваться и... Ну, то есть ускорение. Ага. И лошади устают, да, реально. И они меняют их каждый чакер, и также иногда в середине чакера примерно. То есть есть небольшая пауза, когда могут сменить лошадь. Где вот они стоят, запасные? Вот там вот? Здесь... Скамейка запасных. То есть есть место, да, где домик у каждой команды, Так. где у них находятся все лошади привязанные. Ага, И, точно. соответственно, где могут игроки отдохнуть, и там меняют лошадей. Иногда, то есть когда лошадей больше у каждого игрока, то их могут менять еще и на другой стороне поля, на противоположной. То есть у них, допустим, лошади находятся с этой стороны, и еще несколько лошадей с другой. Ну да, воротами же меняют, чтобы побыстрее, да? Да, было? чтобы, допустим, когда игра середина игры на другой стороне поля, чтобы не терять время и скакать до своего поленки называют, да, вот это вот место, где находятся игроки и лошади одной команды. Они могут держать дополнительных лошадей с другой стороны поля. Но это сейчас чаще всего на крупных чемпионатах, где профессионалы играют. Понял. А вообще этот вид спорта, еще раз, он не для богатых, он народный вид спорта. Вообще в Аргентине поло — это национальный вид спорта, один из национальных видов спорта. Наряду вместе с футболом и поло есть еще пата. 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 Что это? Пата — это тоже вид спорта на лошадях, но такой очень специфический, где у них поле немножко меньше, чем для пола, и у них мяч находится как футбольный мяч с ручками, где его нужно поднимать с земли и забрасывать в корзину, похожую на баскетбол, только побольше размером. Вот. В корзину? Ну, да. Прикольно. Потому что есть что-то подобное у турков есть подобное. У турков, у башкир, у татар, я знаю, только там бараном играют. Да, вот. А здесь пата — это как утка. Ага. То есть раньше... пата, утка, да. То есть раньше использовали бедную утку и закидывали ее вот так в корзину. Но сейчас, естественно, это просто футбольный мяч со специальными ручками. Ладно, вернемся к поло. Чем игра тоже интересна? Есть очень много клубов разного уровня. Есть для людей, кто только начинает, и для непрофессионалов, да, то есть для любителей. И кто, допустим, занимается поло, потому что ему так нравится, то в течение всей своей жизни. Да? Допустим, есть какой-то бизнес или работа, и в выходные проводит его там со своими друзьями, со семьей, с лошадьми. А есть те люди, которые занимаются поло профессионально, которые, соответственно, этому зарабатывают, и это вся их жизнь в поло. Здесь уже совсем другая история. Аргентинцы самые лучшие игроки в поло в мире. И поэтому, соответственно, куда бы мы ни поехали, в любой стране мира в поло-клубе есть аргентинец. Ну и футбол тоже. Ну, футбол, наверное, тоже, да. В этот раз. В общем, это довольно интересно. Едешь в Америку, и там встречаешь аргентинца, и летишь в Таиланд, там тоже работает аргентинец. Классно. И в Европе то же самое, во Франции. Vamos, Аргентина. Да. Поэтому это тоже такое своеобразное комьюнити, когда приезжаешь в другую страну, встречаешь знакомых своих знакомых или там друзей своих друзей, и это тоже очень классно. А вы уже знаете прям игроков национальной сборной? Конечно. Там? Они меня тоже знают. Классно. Ну, конечно, кто ему лучшие аватарки делает, да? Ну, и здесь, что касается фото-поло, то фото могут быть совершенно для разных целей. Это могут быть для игроков, то есть для их памяти, что они играли здесь. Также это могут быть фото лошадей, потому что многих бизнес у профессиональных игроков, которые продают лошадей. Соответственно, им тоже нужны изображения, что они играли такую-то лошадь на таком-то чемпионате, и это повышает стоимость. Ну, для медиа, наверное, тоже. Также для прессы, естественно, да, для клубов, для некоторых, то есть для своего промоушена. И для спонсоров, также для производителей различных вещей для пола, для обмундирования, допустим, производители сёдел, производители одежды для пола и всего этого, они тоже иногда просят фото. Что касается спонсоров, допустим, здесь мы находимся рядом на поле.
Здесь строится большой комплекс лакшери, Мгм. называется Дека Поло, тоже один из моих клиентов, которые просили Поло с их логотипом, играла их команда, и, соответственно, чтобы можно было видеть их этот шоурум Ага. на фоне игры. Хорошая реклама тоже. Да, это один из вариантов, да. Потом фотографии мои выходили в рекламе для банка HSBC. И висели огромные баннеры здесь, на этой трибуне, с той стороны трибуны, и в прессе везде по всей Аргентине. В общем, это Классно. Поэтому очень разные бывают задачи. Вернемся еще к теме игроков и игры в поло. То есть вот любители, есть профессионалы. Что касается профессионалов, как они вообще зарабатывают на этом? То есть любители, которые очень состоятельные люди, да, они есть в Америке, есть в Европе, в других странах. Ну, То есть конечно, это столько миллионеры, лошадей да? надо. То есть на одного. это реально миллионеры, где поиграть на самых крутых чемпионатах мира, там, допустим, в Нью-Йорке, в Веллингтоне, или в Париже, в Испании, где-то еще. То есть это реально несколько миллионов долларов, чтобы поиграть один турнир. Мгм. И в Саудовской Аравии, в Эмиратах тоже играют. Соответственно, есть один человек, который вот любитель. Он платит профессиональным игрокам, чтобы они играли с ним. Ну, проведем аналогию такую небольшую. Вот в футболе есть владелец футбольного клуба, да, Да. который, собственно, за все платит и содержит этих игроков. Вот в поло примерно то же самое, только владелец вот этой команды, он может играть вместе с профессиональными игроками на одном поле. То есть Мгм. не смотреть с трибуны, а смотреть вот сидя на лошади, находясь на Ну, поле. если он соответствует уровню. И да. он тоже играет, соответственно, ну, естественно, не на том уровне, как профессионалы, но как бы вот такое развлечение для состоятельных людей. Ну, а что, хорошо. Но здесь, в Аргентине, можно играть и вполне себе бюджетно, то есть есть разные уровни, где, то есть каждый там находит для себя. Если человек просто миллионер, есть деньги, есть турниры, которые стоят поиграть там 3-4 игры порядка 15-20 тысяч долларов. А есть где-то можно поиграть прям совсем недорого, не знаю, около 1000, может быть, за турнир. Есть варианты следующие еще. И чтобы поиграть, не обязательно иметь своих лошадей, Мгм. можно арендовать. Или просто прийти, допустим, поиграть практику. То есть не обязательно играть в турнир, а просто попрактиковаться, да. Чтобы поиграть товарищеская практику. игра. Ну, это даже не игра, это просто может быть как бы два варианта. Либо просто попрактиковаться на лошади stick and ball, Мгм. по-английски называется, да, по-испански такиар, то есть это скача на лошади и попробовать, как это. И также с другими ребятами, какая-то игра, то есть это именно Все, супер. да, то есть можно взять уроки, допустим, чтобы взять урок по поло, где дают лошадь и дают обмундирование, да, Мгм. одежду, там, каску и все остальное, показывают, как это что, стоит в пределах 150-200 долларов где-то. Мгм. То есть это... Ну, для спорта миллионеров не так и много, на самом деле. Ну да, на самом деле это может себе позволить практически каждый, то есть это не такие прям заоблачные деньги, чтобы взять урок по поло. Мгм. И, допустим, те, кто не профессионалы, любители, да, они могут тратить на это не так много денег, то есть там в пределах 1000 долларов в месяц. То есть такое хобби, то есть оно не совсем бюджетно, но и не мега дорогое, да, и каждые выходные ездить, играть с друзьями, там, своей семьей выезжать в клуб. Ну, ладно, я тогда в завершении задам вопрос, который вот прям очень давно хотел. Почему Хорошо. вот я сегодня в поло, почему это связано и как это связано с этой игрой? У меня есть такая теория, почему поло. Вот если понаблюдать, тоже мы находимся под солнышком, да, жарко. Вот. И воротник, он как раз здесь позволяет Я так хотел это сделать. прям. сзади прикрыть шею, чтобы она не сгорела. Поэтому в поло воротник такой появился у майки. Я очень хотел, но немножко стеснялся, думаю, наверное, На самом деле, я все на думаю, своих что- местах. На самом деле, это не совсем все еще. Что касается, да, я профессиональный фотограф, но последние несколько лет у меня еще есть арт-галерея. То есть я Мгм. работаю с художниками, со скульпторами со всего мира, но в основном Европа и Америка, кто работает с темой лошадей, equestrian спорт, то есть лошади или любой вид спорта с лошадьми. То есть
и отправляем работы тоже в разные страны. Там, не знаю, из России в Эмираты, из Колумбии в Китай, в Малайзию, из Европы в Китай, из Италии в США. То есть вот какие-то такие вещи Классно. у нас происходят. Для искусства И- нет границ. И некоторые из моих авторов, они использовали мои фотографии пола для базы, как для своих работ. И мы продали сколько-то картин, которые были основаны на моих работах. Шикарно. Такая вот Сколько лет вы история. занимаетесь этим? 14. О, ну так это уже часть жизни. Прям. Да. Классно. Ребят, поддержите, пожалуйста, ссылка на сайт ниже. Напишите в комментариях, насколько вам понравились эти шикарнейшие фотографии. Ну и сталкивались ли вы когда-нибудь с поло, были ли вы зрителем или, может быть, даже участвовали. В общем, все в комментарии. Ну, а мы пока насладимся игрой и сходим посмотрим, какая тут инфраструктура вокруг трибуны. Здравствуйте! Вы, оказывается, еще и знакомы. Что делаете тут? А мы на поло. Почему нас не позвали? Блин, я не знаю. Привет. Я же говорю, зовите друзей. Вы уже уехали, наверное? Сказали же вам, зовите друзей. А что вы нас не позвали тогда? А вот все. А мы 5 минут назад решили. Ага. Буквально, да, мы такие, типа, сегодня в поло. Пойдем, мы собирались на обед такие. Пойдем на улицу, пойдем. И тут поло же есть. И без обеда. Забавно получилось, что наши же ребята связались с этой же девушкой в этот же день, и мы все с ней встретились, только не сговариваясь. Ребят, ну короче, было интересно. Мы, так как давно хотели сходить, и еще у нас получилось взять такого шикарнейшего специалиста в вопросе пола. Я считаю, это большая удача. По крайней мере, мы остались заинтересованы, и у нас есть что рассказать и вспомнить. Место действительно классное. Вот Екатерина еще сказала, что аргентинцы сюда приходят днем, допустим, там часа в 2 и уходят аж за полночь. То есть матчи уже прошли, они просто здесь отдыхают компаниями, семьями. Тут есть и кафешки, и всякие развлечения, детские развлечения в том числе. Вот, то есть это место, где можно провести весь день. Вот. Но у нас на этот день еще есть планы, поэтому в целом мы все посмотрели, было интересно. Спасибо Екатерине. Еще раз говорю, что ее сайт, ссылочка внизу. Переходите, там есть очень интересные работы. А мы идем дальше.